Декоративная подвеска-карман под керамику. Вырезаю заготовки из гофрокартона. Шаблон нашла в интернете. Склеиваю на клей ПВА. Торцы оклеиваю скотчем. Из баночки от соуса сделаю основу кармашка. Оклеиваю скотчем заготовку. Затем оклеиваю тонкой бумагой в один слой. Нижнюю часть кармашка приклеиваю к основе на клей Момент Кристалл. Покрываю заготовку не толстым слоем массы папье-маше. У меня из яичных лотков. Сегодня отвечу на самые часто задаваемые вопросы по этой технике. Вопрос: можно обойтись без слоя папье-маше? Папье-маше создает объем и экономит массу для лепки. Кроме того, делает изделие более прочным. Можно и без папье-маше. Замените слой папье-маше хорошим твердым картоном типа переплетного. На гофрокартон масса плохо ляжет. Когда полностью высохнет, смачиваю поверхность водой для лучшего сцепления материалов. Покрываю тонким слоем самозатвердевающей массы DAS. Вопрос: нужно ли наносить клей и как все держится без него? Масса папье-маше и масса для лепки содержат достаточно клея. На фасадной стороне слой массы толще. Делаю дырочки для подвеса. Рельеф наношу не острым стеком, продавливая бороздки не до конца.
Когда высохнет, кармашек покрываю акриловым лаком. Хочу сохранить натуральный цвет. Грунтую белой акриловой краской. Сразу убираю краску слегка влажной тряпкой, скользящими движениями. Окрашиваю акриловыми красками методом сухой кисти. Вопрос: что такое метод сухой кисти? Кисть не должна быть смоченной в воде. Краски на кисти должно быть небольшое количество. Набираем на кисть немного краски, снимаем излишки краски на палитре или на листе бумаги. Покрываю акриловым лаком. Когда высохнет, можно немного подправить. Вопрос: что можно посадить в такое маленькое кашпо? Суккуленты, воздушные растения, которые не требуют поливки, или искусственные веточки. Вопрос: можно ли такое изделие оставлять на открытом воздухе? Можно, но под навесом. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.